Когда одна женщина отправилась в отпуск в Кантербери и другие регионы Испании, она думала, что проведет время в тишине и спокойствии. К сожалению, она столкнулась с трудностями при переправе через реку и чуть не утонула. Она позвала на помощь, и в этот момент появился могучий дикий медведь и совершил нечто шокирующее и неожиданное. Дикие животные и люди сосуществовали миллионы лет. Люди начали расселяться по всему миру, строить, процветать и расти, а дикие животные смирились с потерей своей естественной среды обитания. Если бы пути человека пересеклись с диким животным, это могло бы закончиться катастрофой, но большую часть времени каждый из них держался на расстоянии и умудрялся жить бок о бок в относительном мире. Несмотря на то, что некоторые виды животных по-прежнему невероятно опасны для человека, мы делаем все возможное, чтобы защитить их. На самом деле, было много случаев, когда бедные нуждающиеся животные были вынуждены обращаться к людям за помощью, и чаще всего люди приходили им на помощь. Но что, если бы дело обстояло иначе, и люди обратились бы к животным за помощью? Отплатили бы они нам за доброту, или же в них взыграли бы дикие инстинкты, и они не только не помогли бы нам, но и сделали бы только хуже. Что ж, именно с такой проблемой столкнулась женщина по имени Мария Кармен во время отпуска в Кантабрии, Испания. Она всегда мечтала побывать в этом красивом месте и разбить лагерь в пышных зеленых лесах, прогуляться по прекрасным золотым пляжам и искупаться в прозрачных голубых реках, ручьях и морях. Она также надеялась изучать дикую природу, так как ей нравилось находиться среди животных. Она была энтузиасткой дикой природы, и в свободное от работы время Мария любила заниматься волонтерством в местном приюте для животных. Марии довелось поработать со всеми, от кошек и собак до таких крупных животных, как львы и тигры. Помогать нуждающимся животным давало ей чувство гордости, это, безусловно, было ее страстью. Мария забралась поглубже в лес, разбила лагерь и перекусила у разведенного ею костра. Сытая и довольная, она решила прогуляться и осмотреть лесную местность. Он и без того был прекраснее, чем она могла себе представить. Во время своих путешествий она надеялась, что встретит какую-нибудь серну, обитающую в этих краях, которую она никогда раньше не видела в реальной жизни. Однако Мария и не подозревала, что опасность не за горами и что путешествие ее мечты по наблюдению за дикой природой вскоре превратится в кошмар. Пока Мария шла, она добралась до реки, протекавшей посреди леса. Она была довольно большой и казалась довольно глубокой, но, к счастью, там были камни, которые можно было использовать как ступеньки, чтобы перебраться на другой берег. Если в юности Мария с легкостью преодолела бы этот переход, то теперь возраст давал о себе знать, и прыгать между камнями было не так-то просто. Не то, чтобы она была старой, просто она была не так молода, как ей казалось. Тем не менее, она отправилась в путь, уверенная, что у нее все получится. Она сделала один прыжок с берега и добралась до первого камня, затем до другого, снова добралась до следующего камня. Но на третьем прыжке что-то пошло не так. Приземлившись, она подскользнулась на влажном мху, покрывавшем камень. Она подвернула ногу, соскользнула со скалы и упала в воду. Несмотря на то, что день был теплым и солнечным, вода, стекавшая с холмов и гор, была на удивление холодной. Было так холодно, что у Марии перехватило дыхание. Когда она вынырнула на поверхность, ее тело напряглось, и она несколько долгих и страшных мгновений не могла пошевелиться. Вода заполнила легкие, она закашлялась и, отплевываясь, в панике вынырнула на поверхность. Она потянулась к камню, с которого только что упала, надеясь выбраться и оказаться в безопасном месте, но вода текла на удивление быстро и унесла ее вниз по реке,
а она и не заметила. Мария изо всех сил старалась удержать голову над водой, так как от холода у нее начали неметь руки и ноги. Она немного повертелась и позвала на помощь, когда смогла перевести дыхание, но вокруг в лесу не было никого, кто мог бы услышать ее мольбы. Мария ускорила бег, плывя по реке, подводные камни рвали ее одежду и резали кожу, но ледяная вода не причиняла ей особой боли. Она подумала, что, возможно, ей удастся подплыть к берегу и подобраться достаточно близко, чтобы встать, но ее руки и ноги не слушались и почти не двигались. Мария увидела, как ее жизнь пронеслась перед глазами, а вода продолжала плескаться у нее над головой. Она верила, что умрет там и что ее тело в конце концов унесет в море, когда река разольется и впадет в океан. Но затем произошло нечто, чего она никак не ожидала, нечто такое, что заставило бы вас разинуть рот от потрясения. Пока Мария барахталась и пыталась удержать голову над водой, она увидела, как деревья на берегах реки зашелестели и зашевелились. Внезапно на берегу реки появился гигантский медведь и посмотрел на борющегося человека. Это только еще больше повергло Марию в панику. Жестокость и порочность медведей были печально известны, и, несмотря на свою любовь и уважение к этому крупному животному, она не хотела встречаться лицом к лицу с ним в дикой природе, особенно когда она уже оказалась в такой опасной для жизни ситуации. В испанском регионе Кантабрия обитало около 300 медведей-гризли. Это мощные хищники, которые находятся на вершине пищевой цепочки, и поэтому им нечего бояться. У них гигантские зубы, а когти могут быстро расправиться со всем, на что они охотятся. Но, несмотря на это, они в основном питаются орехами, ягодами, фруктами, листьями и кореньями. Когда медведи-гризли были в хорошем настроении, они были на удивление ласковы, но когда они были в плохом настроении, они были смертельно опасны. Если бы у Марии были силы, она бы накричала на медведя, чтобы напугать его и заставить убежать обратно в лес. Однажды она уже встречала медведя-гризли и помнила, как была потрясена его размерами. Ему пришлось дать успокоительное, чтобы приют для животных мог обработать его порез и инфицированную лапу. Пока он лежал без сознания, Мария положила руку на бедное животное и поразилась тому, насколько оно маленькое и незначительное по сравнению с медведем. Это были поистине огромные и великолепные хищники, с которыми шутки плохи. Но медведь услышал отчаянные крики Марии и пришел посмотреть, в чем дело. Он долго стоял, просто наблюдая, прежде чем войти в воду и быстро поплыть к тонущей женщине. У Марии не было сил ни уплыть, ни сопротивляться. Она глотала все больше и больше воды, то приходя в себя, то теряя сознание. Она почувствовала, как медведь схватил ее за тело и потащил за собой. Она вцепилась в его длинный мокрый мех, надеясь подтянуться, но была слишком слаба. Затем Мария полностью потеряла сознание. Проснувшись, она обнаружила, что лежит на берегу реки. Она промокла до нитки и сильно продрогла, но солнце согревало ее лицо. Мария сильно закашлялась, и из нее вышло много воды. Именно тогда она заметила медведя всего в нескольких метрах от себя. Он сидел, с любопытством глядя на нее, словно проверяя, все ли в порядке с человеком. Сначала Марию снова охватил страх, но она внезапно поняла, что медведь был здесь не для того, чтобы причинить ей вред. Фактически, это спасло ей жизнь. Медведь-гризли вытащил ее из воды, положил на берег и оставался рядом, чтобы убедиться, что она дышит и что с ней все будет в порядке. Мария стояла медленно, а затем уверенно, все это время наблюдая за медведем. Мария не знала, верит ли она в карму, но если да, то такой поступок дикой медведицы был расплатой за всех животных, которым она помогала, которых спасала на протяжении многих лет. Но, словно по команде,
медведь встал и, развернувшись, неуклюже побрел обратно в лес. Это спасло ей жизнь, и это была близкая, уникальная и изменившая всю жизнь встреча, которую Мария никогда не забудет.